Всем привет! Ребята с Бодензе снова с вами. И как я вам обещала, что я буду печь на Новый год вафельный торт, и хочу вас пригласить с собой, показать вам рецепт и поболтать о вкусах детства нашего, о советском таком торте. Будет очень интересно, кто его помнит, кто его знает. Сейчас я вам расскажу. В общем, этот рецепт вафель, это от моей бабушки. Она в свое время выписывала журнал «Работница», и оттуда выписывала всякие рецепты. То есть я сейчас сделаю по тому рецепту, именно как пекла бабушка, как вот мы в советское время пекли, да. Нам понадобится с вами 250 грамм сливочного масла, 200 грамм муки, 60 грамм сахара, 100 грамм молока и 8 яиц. И в конце добавим ванилин по вкусу. Ну, еще я хотела сказать, конечно, что у меня нету той советской вафельницы. Нету, хотя она была, привозила моя сестра с Казахстана, и она у нас была очень долго, и мы как бы пользовались ней по очереди. То есть, если мне нужно, именно бабушкина вафельница, сестра моя привезла, и мы с ней всегда по очереди пользовались. Ну, в общем, ей тоже пришел свой срок, она у нас умерла. И поэтому Дима купил такую вафельницу в eBay. Всем привет. Привет, привет. Сегодня Дима с нами. Пряники он с нами не пек, а вафли он сегодня будет делать вместе с нами. Под моим руководством. Дима сегодня будет контролировать. Ну, в общем, я хотела вам сказать про вафельницу. Когда та наша советская сгорела, мы где-то увидели в интернете, что эти блинчики, вот эти сами вафельки, да, это как рецепт называется «нежные вафли». Их можно было выпекать на сковородке, как блинчиками. Мы так однажды попробовали. Было неплохо, я вам скажу. Неплохо было, но все равно не вот этот вкус вафель. И Дима купил в первый раз в eBay вафельницу. Но она тоже прослужила недолго. Она прослужила, наверное, 5 лет, не больше. Не больше 5 лет и сгорела. Сгорела в том году, и я не испекла на Новый год этот вафельный торт. В этом году я спрашиваю своих детей, что вы хотите из сладкого, что маме испечь. Они говорят, ну, мы это не хотим. Вот если бы ты, это вафельный торт бы, вот мы бы тогда бы поели. И Дима заказал снова вафельницу. Сейчас я вам ее покажу. Если вас кого-то заинтересует, да, возможно, вы уже не успеете перед Новым годом, но и тем не менее, у кого-то, может быть, уже есть такая вафельница, я вам напомню этот рецепт, и вы это сделаете. А если вафельницы такой нету, и вам понравится, смотрите до конца. Дима скажет, где он ее купил, и она совершенно недорого стоит. Димон, сколько она стоит? Ну, ты меня сейчас убарашь немножко. Я не помню, сколько она стоит. 30 или 35? Я не помню. Ну, сейчас Дима 40. Сейчас Дима посмотрит, потому что мы вот заказывали буквально перед Новым годом ее. В общем, это будет у нас... Сейчас Дима посмотрит, сейчас Дима все скажет. Вот такая вафельница. Вообще на упаковке написано, что это надо делать как для мороженого, вот эти рожки, да? Но она обалденно выпекает вот 30. Амазон. 30 евро, ребята, вот так вот доставать раз в год, да, возможно, они не прослужат очень долго, но 30 евро и пользоваться ей раз в год, все равно впереди у нас еще будет и русское Рождество, и потом Пасха у нас будет, так что вот такая вафельница. Ой, русское Рождество и Старый Новый год, ой. Да, кто захочет, какой праздник справлять. Ну, все, мы сейчас приступим. Она вообще для этих, для хёнхен, да, для мороженого. Для мороженого, для стаканчиков, да, сейчас мы... Закручивать так. Вот таких, да, подожди, где тут я детям покупаю мороженое, они себе делают. Для вот таких вафельных стаканчиков, ну, да, для мороженого. Лучше, конечно, там даже вот такая штучка была круглая, что ты можешь эту вафельку сразу закручивать. Но мы вот сейчас торт будем с вами печь. Мы сейчас сначала с вами сделаем тесто, а потом мы будем с вами делать крем. Так, поехали, ребятки. Сейчас мы сюда взбиваем 8 наших яиц. Как у вас настроение? Как у вас предновогодняя суета? Мы вообще спокойны. Вот наш сын, как 25-го, уехал к своей подруге. И до сегодняшнего дня он еще не приехал. Но мы сейчас обязательно ему сфотографируем наш тортик. Надо же заманивать ребенка домой. Уже сегодня соскучились, уже по видеосвязи ему набирали. Сейчас я ему сфотографирую вафельный торт. И прискачет как миленький.
И, в общем, у нас дома спокойно, Милан один, Дима работал. И у нас вот обычно мы сильно суетимся перед праздниками, а в этом году что-то так спокойно. То Яха ездила закупаться, сегодня Дима встал, поехал закупаться, и мы тихо, спокойно. Ну что, ребята, взбили мы с наших 8 яиц, и мы добавляем с вами сахар. И будем взбивать. Все, ребятки, взбили мы наши яйца с сахаром. И будем добавлять наши остальные все ингредиенты. Мы их сейчас сразу, штук туда все добавим. Масло, соответственно, у меня сегодня целый день стояло на кухне. Вот оно такое подтаявшее. И сейчас мы его туда... Так, мне надо проконтролировать же все. Ой, ну это ж обязательно. Еще тогда и Белла пускай приходит, она... Белла спит там. Белла спит. На коврике в детской. Там тепло, пол горячий, ковер горячий. Ну. Я там тоже поспала. Ковер прям горячий, ходишь по полу. У нас 5:30 времени. Темно, да? Темно. Ну ничего, ребята, ждем весны. Сейчас вот эти праздники мы отгуляем. И уже все, день пойдет на прибыль. Уже пошел. Уже пошел, да. Но и тем не менее уже мы будем немножко замечать и ждать весны. Там уже будем цветами заниматься, нашим садом. У нас очень много дел. Еще ж надо сходить на стройку, посмотреть, что там с нашей стройкой. Ну, они сейчас заморозили там все сейчас. Ну, естественно, праздники. Праздники. То есть я имею в виду, сейчас мы вот с вами на кухне готовимся к праздникам вместе, а потом будем с вами где-нибудь шлындаться. Шлындаться, да. Шлындаться. Так, масло... Тань, секунду. Я опять-таки, я же техническая поддержка, как говорится. Свет лучше стал или нет? Напишите, Дима докупил фонарь такой наверху камеры. Специально на камеру, да. Фонарь. Ну, здесь он регулируется, но мы сейчас на самом минимум поставили. Да. Мы тоже замечали, конечно, в видео лицо темное. Ну да, пишут в комментариях, что недостаточно света. Мы это все прекрасно понимаем. Видео-то не показывает, как бы на самом деле. На самом деле светло в комнате. Да, ну, в общем, Дима докупил теперь фонарик сверху. И вот скажите, лучше вам стало, светлее или не светлее? Так, мы добавили 250 грамм. Кстати, причем, Тань, ну-ка, давай-ка. Я на более штуфу такую. Ну, это сильно но светло. Но на тебя блендует, да, сильно? Вот потому что было вот так. Было вот так. Теперь вот так вот было. Да. С первой. Вот так пока ставим. Вот должно чуть-чуть светлее быть, да. Так, у нас 250 грамм сливочного масла здесь. Все идет по плану. Все. Теперь у нас 200 грамм отправляется муки. Теперь у нас отправляется сюда молоко и ванилин. Сейчас мы все это собьем, и я покажу вам, как получилось наше тесто. Все, наше тесто готово. Оно получилось вот таким. Оно не густое и не жидкое. Видите, это сливочное масло. Ну, как на блинчики, наверное, чуть-чуть немного гуще, чем на блинчики. Ну, вот такая консистенция. Но мы посмотрим, да, как сейчас оно будет у нас выпекаться. Мы сейчас будем с вами делать крем. Я беру 2 банки вареной сгущенки. Так, чем удобнее будет, не знаю, выкладывать. Она такая густая. У нас в русском магазине продается хорошая сгущенка. Я вот с ней орешки пекла. Она густая, хорошая. Я не знаю, сколько нам крема. Да, я вот сейчас с 2 банок сделаю. У меня он еще 2 стоит. Чтобы неохота было, чтобы сильно оставалось. А если не хватит, так лучше я доделаю. Все, 2 баночки сгущенки у нас тут. И я добавлю сюда 100 грамм сливочного масла. Да. Очень вкусный получится у нас крем. В орешке мы тогда чистое сгущенное молоко было. А здесь у нас будет с вами со сливочным маслом. Сейчас я это все хорошо собью миксером. И вам покажу. Наш крем готовый. Я взбила сгущенку со сливочным маслом. В принципе,
густой крем, но я все равно его сейчас отправлю в холодильник, чтобы оно немножко у меня подхолодилось, да. Будем сейчас выпекать. Пока наше тесто отдыхает, крем у нас в холодильнике остывает. Немножко поболтаем. Расскажите, как вы празднуете свой Новый год. Я из предыдущих видео вам рассказывала, что Новый год для меня как-то очень такой важный в душе. Как-то мне радостно всегда, и я люблю этот праздник. По традиции всегда покупаю в русском магазине конфеты, да, «Красная шапочка», «Мишка на севере», не так, как они мне нужны, а вот именно они всегда должны стоять на Новый год у меня на столе. Ребята, я 4 раза ездила в русский магазин, и в этом году не было, представляете, конфет. Там птичье молоко было. Ну, в общем, те конфеты, которые мы привыкли кушать, «Красная шапочка», «Мишка на севере», потом, что я, гриляш я всегда покупаю, халву такую в шоколаде беру. Ничего этого не было, блин. В общем, мы остаемся без конфет. А вообще мы празднуем традиционно. У нас будет селедка под шубой, у нас будет икра красная, у нас будут пельмешки. Мы справляем Новый год компанией. К нам придет моя сестра с зятем Борисом. Уже вы тоже с ними познакомились, вы их видели. И приедет с Швейцарии наши друзья Ольга с Алексеем. Они раньше здесь жили, и уже очень давно они уехали в Швейцарию. Но вот традицию мы соблюдаем. Представляете, мы уже на протяжении, я не знаю, там 15 лет Новый год празднуем вместе. Ну, за исключением, да, за исключением там как-то один год мы ходили, да, Дима, на партии Новый год праздновали. Нам не понравилось, и мы решили все-таки, что надо... Ну, нам всем не понравилось. Дорого и не понравилось. То есть тех денег, которые мы заплатили... Просто не жалко было, просто... Да, и мы вот один раз сходили и решили, что нет, мы будем все-таки отмечать дома, за столом, кушать, болтать, смеяться, играть в игры, обсуждать что-то. То есть у нас будет весело. Холодец я в этом году не варю. Не надо. Не надо. И да, получается, у нас такой стол будет, что у нас каждый что-то принесет. Да, как от меня горячая там селедка под шубой, сестра другой салат принесет, там языки. И, в общем, у нас такой будет стол, мы будем сидеть, веселиться. Напишите в комментариях, как вы празднуете Новый год, что он для вас значит. Конечно, да, я всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Поблагодарить новых подписчиков за подписки, за ваши комментарии. Молодцы, комментарии пишите. Давайте дальше общаться, дружить. В общем, пишите. Ну, сейчас я начну печь вафли и буду вам дальше показывать. Так, ну что, ребята, я вам хочу сказать о моей новой вафельнице. Я не сильно ей довольна. Первые получались не очень. Естественно, надо приловчиться, да, сколько теста добавлять. Но все равно они как-то не очень равномерные, что ли. Или, может быть, я в первый раз и что-то вот... Пока я еще не поняла. Ну, в общем, смотрите. Вафелька получается вот такая. Они очень-очень-очень тоненькие. Она снимается, посмотрите, как блинчик. Она очень тоненькая. Неравномерно, но я потом, и когда их мажу, я немножко чередую. За счет того, с этой стороны потемнее, с этой посветлее. Ну вот, ну не выпекается. Конечно, если про наши советские мы с вами говорили, кто помнит, напишите. У кого-то, может быть, еще до сих пор она осталась. Они, конечно, были вот одного цвета, да, такого карамельного. Они были обалденские. Ну, хотя бы нам немножко, как говорится, фейк, да? Вафельный торт советский, ну, не совсем советский. Но... Ну, вафельница дешевая, в принципе, да? Да, ну, посмотрим. В принципе, да. Раз в год. Смотрим до конца, потом разрежем и будем пробовать вместе. Но он будет вкусный. Будет вкусно очень. Я хотела что сказать. Димон, подсоби, помоги немножко. Я их вот делаю вот что так. Сделать, да? Вытащила. И я их намазываю сразу. Все хорошо. Видно? Я их намазываю сразу. В принципе, вот, конечно, их печь надо будет много, этих вафель, да, но идет очень быстро. Я вафельку вытащила, новую залила. И эту начинаю мазать. То есть у меня процесс не останавливается. Когда у меня закончатся вафли, и мне не нужно будет уже мазать торт, это уже все идет как вместе, да, как параллельно. Но сейчас мы вот намажем, уже все мы это потрем красиво. Ты хочешь шоколадом?
Ну, посмотрим там, сейчас решим. Давай как, вот шаг пошагово сейчас мы с Ну, ним... шоколад с этим он сочетается. Мы, в принципе, сделали всегда шоколадом. Хорошо, вкусно. Всегда шоколадом, трем Вкусно. через Это терочку. не те торты, которые называются вафельными, где вот эти готовые вафли. Это вообще что-то. Ну, хотя опять же. На скорую руку разве что. На скорую руку. Так, Вот, что-то я вот сделать, да. лопаточкой, видите, каждую лепешечку... Силиконовая лопаточка, да, вот такая. Вот так вот тоненько смазываю. Оно уже за счет этого вафелька тепленькая, не бежит. Видите, как сгущенка не бежит. И оно за счет этого уже у меня как бы пропитывается. Как-то так, ребятки. Как-то, ребятки, вот так. И мы сейчас быстренько наш тортик к праздничному столу. Он будет не очень, возможно, красивый, но опять же, это домашнее. Это в магазине все красивое. Домашнее не так, ну вот. Тут точно сказала, да. Запахи, знаете, какие? Вкусно пахнет. Я представляю, там сейчас в подъезде у нас, да, Дима, как вкусно пахнет. Ну да. Сейчас. Сейчас сбегутся немцы. Сейчас все сбегутся. Пусть заходят. У нас всегда. Пусть заходят. В подъезде, мне кажется, только от нашей двери всегда пахнет. Нет, ну запах идет наверх. Мы же внизу. Может Мы быть. на земле. Да, может быть. Ну, а, кстати, эта елочка наша еще стоит. А подарки все разобрали, но теперь у нас здесь, смотрите, видите, другие подарки. Тут теперь у нас пиротехника. Покупаете? Нет. В общем, у нас Милан вчера папу разбудил в 6 утра. Нет, ну мы договорились. Ну, вы договорились, да, Проснуться в 6 Милан, утра. что, ну, там разбирают, что... В 6:30 мы договорились, встали, правда, в 6 часов. Ну, и утра, что? Чтобы поехать в Lidl. Он меня уговорил. Ну, не знаю, мы каждый год покупали, в принципе, всего всегда хватало. Да. А он говорит, да вы фигню всякую покупали. Ну, он большой, деловой. Да, он типа лучше знает, какие хорошие, какие плохие. В общем, он имел в виду, что в 7 часов там толпа стоит, по 200 человек, и Я они говорю, все скупают, Милан, а мы это, только наверное, в остатки Берлине. брали. И поэтому Да? мы поехали в 7 часов утра, и на самом деле там убийство было. Да? А Там было убийство, я не пойму, что это. Я не мог проехать, не пройти. Крики, дай мне. Я реально не поверила, когда нам это все Милан говорил. Я говорю, сын, это, наверное, в Берлине, в больших городах. Как мы, говорю, сюда покупали без дефицита. Нет, вы вот не то берете. Тань, знаешь, как было? Она, в общем, в лагерь, получается, на склад заезжает с этим, как я, Хуваген, как это называется, берет палету полную, выезжает, дети уже бегут, она еще не, она едет. Что, серьезно? Они хватают, она на них кричит, эй, ну-ка, фига. Короче, мы Она реально ставит, динозавры. Они, короче, все расхватывают. Обалдеть. Полные Einkaufswagen, voll. Да. Я реально не поверила. Ну, Милан, друзья, вдвоем закупились на 400 евро. Ты сейчас серьезно? На 400 евро. О май год. А я уже выехала на работу, еду, вчера, в понедельник это все было, да? Еду я, не едут мои пацаны назад. Мы остановились с Димой. Я ему говорю, ну что, говорю, это правда? Говорю, прям на самом деле так разбирали эти, как вот нам Милан говорил. Дима говорит, Таня, представляешь, говорит, так и было. Я вот удивлена. Да, мы динозавры с тобой, Дим. Ну, мы, в принципе, знаешь, покупали-то раньше, там, господи, купим там две пакунга там. Ну, мне кажется, вы так много всегда покупали. Ну, мне кажется, вы очень много всегда берете. Ну как, и Артур всегда. Ну, не знаю. Ну, в общем... Ну, там чуть-чуть, в принципе, да, но потом, да, инсгезамт, как говорится, много получалось, да. Пока еще у нас Милан в таком возрасте, пока он еще с нами, и раз Да. он хочет этого всего, то мы всегда только как вместе поддерживаем. Завтра... Там хотят в Германии запретить это все. Ну, пускай запрещают. Я не это против. грюны. Я не против. Птичек это пугаем и все такое. Да? Мгм. Там войны идут, знаешь, никого не пугают, а тут Точно. Это- Лишают Новый год. Европу на праздников. Вайнахсмаркты скоро закроете, да? О, ну да, вот, кстати, вот Придурки, если блин. так думать, то, конечно, это правда, что война идет ничего, а все стреляют. Там не то, что птички, там зверям вообще негде жить даже. Ну да. Вайнахсман. Ты показала, да, Тань? Правда, да, что в этом Показала, году да, Тань? в некоторых городах не открывалось. Батареи мы купили тут всякие, Ну, я чё, в них ничего не понимаю. такие. Что-то там они купили, не знаю. Ну, там вон наш
485 грамм вот этого самого лядунга, вот этого там калибр 20, там, не знаю, там оно там, как оно, есть 54 выстрела, там, Да. 200 грамм лядунг, там, и пошло, и пошло, пошло. Мы взорвали одну такую. Димон, что, сдурел? А вот, Чё сдурел? не подсматривайте. Я случайно... У нас такой пол горячий, ты носки одел. А вот настроение. Настроение новогоднее. Ну ты смешной. Ну ты смешной. Ну, в Берлине мы когда Вообще-то я фильм жили... ужасов смотрю. Фильм ужасов смотрим. Мы когда в Берлине, ребята, жили, ну это же вообще, это же невозможно выйти из подъезда. Вот там, конечно, дурдом. И да, если вот в центрах, да, там они и нападают, и что они там только не делают. У нас-то что, тихо, спокойно, все Ну, вышли, тоже бах-бах. раньше было в Берлине спокойнее намного, да. Из понятных причин, да, сейчас это там хаос. А мы просто жили в высотке, у нас сколько, 22 этажа было. Вот эта свечка, и получается все вышли одновременно. Ну, Мы с Борисом пошли, получается, в часов 9, наверное, постреляли ракеты, оставили бутылку пустую в кустах, специально спрятали. Чтобы потом, то есть в 12 там пойти. ну ты объясни, для чего у тебя пустая бутылка, то люди скажут... Ну, ракеты вставляем, да, в горлышко. Зачем они пустые чтобы бутылки? В горлышко вставлять, чтобы она была как стабильно. Фест, да. Да, чтобы она улетала хорошо. Не в землю, у нас снега же нет, в снег обычно, да, вставляют, а тут нет снега. Тут получается в бутылку. У нас своя из-под техника. шампанского бутылку обычно. В общем, мы постреляли, все, то есть там 10% отстреляли, осталось 90%. Идем в 12 встречать Новый год. Я не мог добежать до этой бутылки. Она была 10 метров от подъезда. Что, пришлось Мне домой опять страшно подниматься? было. Я вот так вот. Вот так вот. Не, ну такое, конечно, мне не нравится. У нас тут как все равно город небольшой, вот у нас с района выходят, вот с подъезда. 63 тысячи стало. Было 58, помню, сейчас 63 Да, тысячи. и у нас, населения. ну, не так, как бы сильно, у нас, как для меня, очень комфортно стреляют. В Берлине это, а новости 1 января начинаешь смотреть, вот же мальчику руку оторвало. Но они в Польшу едут, там Они покупают нелегальные. нелегальное. Это, нехорошее, непроверенное, не Deutsche Industrie Norm, знаешь, как это. Да-да, покупают. много сейчас стало. Вот Оно- с Чехии возят нелегально, и вот мальчику оторвало руку. Да, оно, как говорится, непроверенное там. Там, получается, шнур зажигаешь, он сразу взрывается у тебя, потому что, ну, Тань, ну я вспоминаю, в Казахстане мы покупали китайское фуфло. вот Ой, это. у меня столько раз Это эти же это петарды. фигня полная была. Петарды. Она дешевая и, Да. но не зихер. Ну, не знаю. В общем, готовимся к Новому году, к праздникам. Достаем красивые платья с шифонера, заработаем кудри. А что нужно, какой теперь в этом году? Теперь? Как всегда у вас там Новый год надо, год тигра, нужно одеться так, зеленым или красным. Что нужно одевать? Вот пока в Казахстане жила, почему-то мы как-то вот в этот гороскоп прям это. Сейчас как-то У я нас что-то... китайский так был, как... Мимо меня гороскоп азиатский, да, проходит, но и гороскоп. тем не менее, что там вроде бы наступает год лошади, и вроде бы сказали, что, мол, и эти украшения елочные должны быть золотые. Я такая думаю, о, нифига себе, у нас с тобой золотые шарики. Паст. Да, думаю, классно. Ну да, сказали, в общем, что нужно много золотого, да. А у нас, и вот я говорю, и шарики золотые, и скатерть у нас золотая. Нормально жарит оно, Таня. Да. Все мне нормально нравится. То есть, Дим, мы с тобой по цвету подходим в этом году. Ну, слава богу. Да, лошадь, вроде бы говорят, хороший год будет. Не Лошадь. знаю. Самое главное, чтобы война закончилась, чтобы все были живы, здоровы, чтобы все были рядом со своими семьями. Вот это самое главное. Это как в средневековье живем. Что ты имеешь в виду? Я не буду развивать тему. Хорошо. А, ты имеешь в виду, что в современном мире еще войны идут? Что можно договариваться? Такие войны. Такие войны. Такие войны. Ладно, идут. не развиваем тему. Да, я пошел Bye Bye Man смотреть. Да. Пекем торт, поднимаем настроение. Новый год нам мчится. Но сейчас лучше пошли. Нет, нормально. Единственное, что мне не очень нравится, она как по флехе, как вот в диаметре, она немножко, конечно, Маленькая, поменьше, чем та. 18. 18 или 20 сантиметров. Ну, как бы 25 самый раз было бы. Ну, 22 даже. 22. Но, получается же, рант сам не очень аккуратненький. Ну, ты будешь шоколадом делать, он Присыпем чем-нибудь. Главное вкус, да. Все свои косяки постараемся закрыть.
Постараемся. Ну, в общем, давайте, не отключайтесь. Капельку вам терпения. Сейчас я допеку мой тортик, дам ему немножко постоять. Конечно, он завтра пропитается и будет, но я обязательно вам разрежу, я обязательно вам покажу. И этот рецепт, да. В общем, если кому-то пригодится, обязательно напишите, мне будет очень приятно. Ну, остаемся, ждем, смотрим. Так, ребята, я хочу показать вам мой процесс. В общем, когда я же вначале их начала печь, да, и я вам сказала, говорю, что-то, блин, я не сильно вафельницей довольна, и вафлями довольна. Все, рука у меня приловчилась, то есть я уже знаю, какую надо, как массу набирать, и она хорошо нагрелась. Тоже я вам показывала в начале, а сейчас она хорошо нагрелась, и смотрите, ребятки, получаются достаточно ровные. То первые у меня они такие были не финтюкляпные, но я все бока потом красиво постараюсь закрыть, постараюсь. Да, пекет она, конечно, не очень сильно равномерно, но я опять же говорю, я стараюсь, например, если здесь у меня сейчас в этой стороне темная часть, то я сюда сейчас светлой положу, как, ну, уже сама. Чтобы вкус был gleichmäßig, да? Да, чтобы, ну, как бы каждая хозяйка, вы же девочки. Да, все это понятно. Да, все знают, но сейчас я, кстати, довольна, то я сначала, если честно, немножко даже подрастроилась. Ну, прям подрастроилась. Ну, вроде бы идет все хорошо, и мы с вами на финишной прямой. Сейчас мы все доделаем, разрежем, попробуем. Ну все, остаемся, ждем. Сейчас младшего в магазин послали. Да потому что, ну, из Сутмеля, как бы мы купили шоколада, да, специально на торт, чтобы его потереть, да, потом. Не, просто как это называется? В тихушку скушали. Не, дело в том, что было столько много, было же Рождество, и столько много конфет, и Рошер лежит, и Рафаэла лежит, и Буэна, все на свете лежит. И я вот закупалась, купила просто плитку вот Милки, чтобы именно потереть. Сейчас такая раз, нету. Ну, то есть все конфеты лежат, и Контри лежат, и Рафаэла, и это, Буэна, все лежит, блин, а мою плитку с шоколадом, в общем, они слопали, и мой милаха пошел в магазин за плиточкой, сейчас мы с вами, сейчас мы потерем и остаемся, ребятки. Ребята, тортик наш почти готовый, я просто хотела вам показать, да. В общем, вот эти неровности, смотрите, да, я как бы их смазала сгущенкой, вот лопаточкой, вот так вот я немножко все это выровняла и решила вот туда. Именно решила, да? Ну, вот смотри, вот у тебя вот здесь, смотри, вот давай туда запихнем. Да, у нас же как бы домашняя кухня, то есть девочки пекут сами. Я немножко вот здесь закрою сейчас все это грецким орехом и ждем. Ждем нашу шоколадку. Милаша уже позвонил, говорит, мама, все, я выезжаю с Кауфланда. То есть мой сынулечка сейчас принесет еще нам шоколадку, и мы все с вами доделаем и будем пробовать. Ребятки, набирайтесь терпения. Нет, он еще позвонил, еще папа, мне надо бёля, эти петарды большие. Ага. А продают только с 18 лет. Ну, поэтому что ты Я говорю, не, давай это, я никуда уже срываться не буду. Я говорю, ты попробуй, ты же у нас большой парень. Может, проканаешь за 18-летнего? Не, ну то есть за шоколадкой... Я говорю, или позвони это мне прямо на кассе. Я ей по телефону скажу, что я это разрешаю. Ага. И знаете что? Ничего не продали ему. И что мне нравится, это классно. Это ну, так закон работает. Быть. Закон так работает. То есть, если нельзя, то и нельзя. Тоже и поэтому Дима вставал с ним в 6 утра, да, и к семье они ездили в Lidl, что нельзя деткам покупать самостоятельно. Ну, и то есть, это, да, послали его за шоколадкой, тут папа, приезжай в Кауфланд. Ты да вообще сам мог за шоколадкой съездить? Ну да, и он еще и там чикен какой-то захотел купить. Короче, за 3,60. Короче, шоколадка в десятку нам с тобой обошлась. Да. Ладно. Съездил пацан, ну выручил, так, выручил. Ждем все. Сейчас он приедет и все вот так. Будем доделывать, да. Так. Ну все, ребята. Кто оставался с нами до конца, мы дошли до нашей финишной прямой. Наш торт готовый. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Сейчас мы будем его разрезать и будем смотреть. Но праздник у нас завтра, поэтому мы будем делать маленький. Ой, мне кажется, нужен другой нож, Дима, для хлеба. Возьми. Мы будем маленький кусочек с вами отрезать, а то
Маленький? Маленький, потому что, потому что гости... Нет, надо разрез показать, знаешь. Гости к нам которые собираются к нам приехать, да, посмотрят мое видео, скажут: о, а что к ним ехать, они весь торт слопали, что там у них делать, торта уже нету. Вы же понимаете, ребят, прекрасно, что любому торту нужно отдохнуть. Он пропитается, он зараз будет совсем другой. Но мы же обещали вам, что мы готовим вместе, пробуем вместе. Посмотрите, сколько шихтов получилось. Завтра, конечно, он будет обалденский. Конечно, маленький, а то уже гости скажут. Я всегда, в принципе, его ем как это. Я его вот так вот сейчас на бок ложу и долька за долькой. Ну, мы сейчас так будем... Только низ я съедаю так вот, несколько слоев. С вами пробовать. Или верх. Сейчас я руку... Вы знаете, ребят, что я вам хочу сказать? Пекя сегодня этот торт, да, что как мне на душе было очень приятно, мне было очень тепло, мне было классно. В том году я вам уже говорила, что мы его не пекли, и я благодарна Диме, что он купил нам эту вафельницу, я сегодня его испекла. Кстати, вообще, тесто, ну, вы сами видели, бжик-бжик, и все готово. А когда мы его выпекали, ну, тоже ведь это было быстро. То есть ты это мажешь, то выпекаешь, это как-то вот шло очень быстро. Конечно, ему нужно пропитаться, но мы сейчас попробуем с вами. Высокий, смотрите, какой высокий получился. Да. Классный. В принципе, кто захочет, кто-то сделает там, то есть ниже, и это значит еще меньше времени. Ребятки, у кого есть вафельница, идите на свой чердак. На чердак, да. Достаем вафельницу, делаем. Верхний, конечно, он с шоколадом. Это очень вкусно. Очень классно, правда. Это очень уютно, это очень на душе приятно. Я даже когда его пекла, у меня вот временами Дима там какие-то передачи уже новогодние смотрел, и у меня прям как-то вот, ну не то что слезы, ну да, такие приятные. А ты слушала передачи? Приятные такие эмоции у меня были, запахи. В общем, спасибо всем новым подписчикам. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом, всех наших подписчиков, которые нас смотрят. Нам будет очень приятно, если вы нас комментарии напишите, пообщаемся, расскажите свои эмоции, расскажите, что вы готовите и ваши традиции. Это же здорово. Мы можем с вами общаться, могут с вами общаться люди, те, которые нас смотрят. То есть так, да? Всех с наступающим Новым годом. Я желаю вам всех благ. Я желаю всем крепкого здоровья всем желаю. Конечно же. Оставайтесь с нами и до следующего Нового года. Пока. Ну и я, конечно же, скажу свое слово. Я всем скажу, чтобы в Новом году у всех были только позитивные эмоции, только мир над головой, здоровье, здоровье, здоровье. Смотрите, ребята, с Бодензее. И вам всех благ и удачи в новом 2026 году. Году лошади? Год лошади. И го-го. Да, казаки рулят. Будем шмармак делать. Прикольно.